Всем привет, народ! Это YouTube канал Steinhaus, и сегодня я хочу показать простой способ, простой и быстрый способ, как попасть в угол заточки ножа при заточке на подобные точилки. В данном случае у меня это точилка для ножей Ruixin Pro RX008 с AliExpress. Ну, таких подобных точилок очень много, принцип у всех один и тот же. И также определить, под каким углом заточен нож. Это способ с помощью маркера. Нам понадобится любой маркер, любого цвета. Значит, берем нож и, как обычно, зажимаем его в держатель точилки. Ну, как правильно зажимать нож, я показывал в видео, которое называется «Как заточить нож для новичка». Также в обзоре точилки я показывал, по-моему, зажатие ножа. Проверяем, конечно, чтобы нож был зажат ровно, чтобы при повороте поворотного механизма точилки угол, ну, конечно, если он будет меняться, то чтобы он менялся минимально. Так, теперь берем маркер. Так, ну, у меня, к сожалению, маркер немножко сломался, поэтому я возьму вот такой кусочек от маркера, но без разницы. И проводим по режущей кромке. Так, вот как назло, маркер у меня сломался и никак не хочет писать. Так, ну вот так получилось. В общем, не ровно, но тут без разницы. Провели маркером по режущей кромке ножа, то есть полностью ее закрасили. Теперь берем самый гладкий камень, который у нас есть. Камень, которым мы делаем уже финишную полировку ножа, уже в самом конце, которым проходим по режущей кромке. Вот. Устанавливаем этот камень в держатель точилки. Так, и теперь легонько, без всякого нажима, проводим по режущей кромке. Так, ну я сразу вижу, что на нижней части у нас стирается. Вот чуть-чуть видно. Если маркер стирается ниже, в самой нижней части подвода, это значит нужно опустить штангу. Если он будет стираться выше, то нужно будет поднять. Так, ослабляем немного штангу. И немного ее опускаем. Так, теперь делаем то же самое. Проводим по режущей кромке. Так, недостаточно. Нужно еще подкорректировать. Так, теперь маркер стирается выше. Нужно теперь немного приподнять. Так делаем до тех пор, пока мы не попадем полностью в подвод, пока маркер не сотрется от подвода, от одной проводки, то есть маркер не сотрется полностью. Это будет означать, что мы попали в угол. Вот. Один раз провожу, и маркер стирается. Значит, я попал в подвод, я попал в угол заточки ножа, и теперь можно просто брать угломер и измерять этот угол. Значит, я буду измерять вот таким угломером. Я показывал, как измерять угол в своем видео, как заточить нож для новичка. Вот, ссылки все будут в описании под видео. Я буду пользоваться вот этим угломером. У кого угломера нет, можно взять телефон и скачать на него приложение угломер. Оно работает точно так же. Вот. Так, уберем, чтобы нам не мешалась штанга. Устанавливаем угломер на вот эту поверхность. Его сбрасываем. Так, сбрасываем его на 0. Теперь обратно устанавливаем штангу с камнем на нож. Ставим сверху угломер. Ну и видим, что нож был, ну, показывает 21, но, скорее всего, здесь заточка в 20 градусов была на сторону. Довольно-таки многовато. Но вот так можно определить угол заточки ножа. И теперь можно без переточки ножа, не перетачивая нож, не меняя угол заточки, допустим, немного подполировать режущую кромку. Вот это довольно-таки популярный, известный способ, но не все о нем знают. Удобный и простой, доступен, в общем-то, каждому, у кого есть точилка наподобие Ruixin Pro. Кстати, на данный момент мой канал есть еще на Яндекс.Дзене и на Рутубе. Можете тоже подписываться. Все, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Все ссылки, как обычно, в описании под видео.